Алексей, Да, что вы тут привет. забыли? Блин, я, короче, шел, вижу паб, говорит, подхожу к ним, говорю, пацаны, чё, как? Они говорят, ивент, поехали с нами. Я говорю, поехали. Короче, рассказываю историю. Значит, приходим все в аэропорт и понимаем, что ГЛЛ купили нам билеты не по имени фамилии, как должно быть, а по фамилии имени. То есть, типа, Святослав это фамилия, да, а моя фамилия это имя. Поэтому, когда мы пришли все в аэропорт, нам сказали, что, извините, вы не зарегистрированы и вас нет. Пришлось в аэропорту выяснять, что к чему, что где билеты, почему я не зарегистрирован на рейс, почему меня нет. Очень много проблем было, а молодой вообще веселый чувак. Он летит из Ростова в Москву, из Москвы в Ригу и из Риги сюда, да, поэтому со всеми этими приколами с именем, каков шанс, что его багаж потеряют? Я думаю, высокий. Все равно заселение через 2 часа. Приятного мало, никто не спал, но работаем. Ну, мне говорят, типа, багаж мы не примем. Ну, я пошел, короче, ругаться с ними, там, матерился, мне мужик говорит, я тебя еще увижу. Пижама это я. Должен был быть Иваном, стал пижамой отец. Что ж такое? Амаль Хисматуллин выиграл. Написал, потому что анонс конкурса выглядит как инфа о погибших. Выиграть не ошибка. Изи победа, братан. Красавчик. Стас, хочу тебе сказать, япту орпа ротспар. Тварь банан, лигер хортпорта. Можно перевод? Я ничего не понял, там написано тварь банан. Почему они ненавидят бананы? Вадим, вы наконец-то заселились. Вас сегодня пофоткали. Вы немного уже прошлись. Как вам улочки местные, еда, в скобочках мак? Да все прикольно, пока уставшие, лежим, отдыхаем, прошлись немного, вроде все прикольно. Единственное, что в отелях нет кондиционера, очень жарко. Как я понял, на арене тоже не будет кондиционеров, там будет жесть, потому что 60 компов это... Шо, где его поставят, новый кондер или что? Не будет. Как тебе город, Дим? Город? Да. Ну, нормально, тихий, спокойный, все идеально. Да, за поход в Макдональдс. Пылью воняет, вот это вот. Кайф. Троечка. Да. Кайф. Куда мы идем, Стас? Я потерялся. Вань, сколько тут градусов? Ну, вообще ощущается все 60 на самом деле. Кондиционеров нет, даже маленьких вентиляторов не принесли. По-моему, это баня. Хочется сдохнуть, шеф. Тут именно, чтобы вы понимали, передать на камеру, насколько здесь душно, невозможно. Ты представь еще 64 компьютера, на которых запустится папка. Не З, а Ж. На Ж. 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 Я. Пижама. Пижама. Пи. Пижама. 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 Пи. Пижама. 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 Я. Пижама. Пижама енот. Пижама. Пижама. Лёш, еще раз привет. Я тебя уже сегодня утром видел. А теперь серьезно, чем ты занимаешься? Будешь заниматься? Боря меня позвал, Старский, он представляет организацию Unique, и они, я так понимаю, партнеры GLL, и вот, собственно, GLL меня в лице Бори позвал на этот ивент хостом, купили мне билеты, естественно, оплатили гостиницу и сказали, что вот 3 дня нужно поработать на PUBG ивенте.
Я очень порадовался, потому что выездной ивент для комментатора, для аналитика – это всегда круто. Если тем более этот ивент за просторами СНГ, в данном случае это Стокгольм, Швеция. И я с радостью согласился, мы обговорили условия, и мне даже пришлось там немножко подвинуть семейный отдых, но я ни в коем случае не жалею. Знаешь, у меня очень высокие ожидания от этого ивента, я думаю, что все будет на высоком уровне. Что насчет ожиданий? Наши ребята как выступят? Ты знаешь, вот несмотря на много каких-то скептических отзывов после PGI, да, несмотря на все это, они как бы заняли топ-4, топ-5, то есть я имею в виду в данном случае Нави и Авангар. А здесь нет Авангар, но есть М19, парни из Авангар будут в аналитике. Не знаю, я думаю, что вот конкретно Нави из СНГ региона это команда, которая, коллектив, который будет всегда бороться за самые высокие места. Поэтому, вот конкретно на этом турнире, именно с точки зрения спортивных результатов, я думаю, что Нави себя покажут, топ-3 я уверен, они займут. Вот прям уверен, то есть я не знаю, там, даю 10 крон. Окей, давай до завтра, еще увидимся. Счастливо.